Я снова приветствую всех в нашем мотомире. Строго сказать, не в нашем, а в вашем, потому что сегодня вы члены сообщества. Одни из 1 110 348 наших поклонников. Вот это аудитория, сказал бы я. В этой модели, посмотрите, есть военная фишка. И если вы думаете, что мягкая подвеска заднего колеса это для комфорта, конечно же вы правы. Но если есть мягкая подвеска заднего колеса, то проходимость мотоцикла по бездорожью резко повышается, потому что колесо лучше повторяет геометрию изгибов местности, не отрывается, не проворачивается, соответственно мотоцикл не буксует. Поэтому это дешевая альтернатива приводу на колесо коляски. А если можно платить меньше, то зачем платить больше? Вспомните главное американское правило. Ну и конечно же, до сих пор Индиан модели Chief — это икона, икона, икона. Даже современные мотоциклы по мотивам Индиана все время строятся так, чтобы они напоминали Chief. Это двойка с округлыми ребрами головок цилиндров, это характернейшая подвеска переднего колеса и, в общем-то, это форма, которая выдает породистого Индиана даже в современных мотоциклах. Американские мотоциклы, значит, лучшие мотоциклы с точки зрения соотношения цена-качество. Мы помним, что Индиан — это прежде всего газ с другой стороны. На этом Индиане он действительно такой. Надежнейший, не побоюсь этого сравнения, двигатель в 1200 кубических сантиметров. Традиционная для американцев V-образная двойка с разделением двигателей и коробки передач, с ножным переключением сцепления. В общем-то, все достаточно традиционно для американского мотоциклостроения. Достаточно архаичная передняя подвеска с четвертьэллиптической рессорой, но свое дело она знает. Уже у немцев были телескопы, но американцы говорили: ого, мы можем за меньшие деньги дать такой же комфорт. А если так, то зачем платить больше? Вот такая история была с Индианом. Приезжайте, прокатитесь, и вы почувствуете, почему
этот мотоцикл икона. Да, и не забудьте подписаться на наш канал. С вами был ваш любимый Мотомир. До свидания, до новых встреч!